Друзья, всем привет из Мексики! Добро пожаловать на канал Big Trip Vlog. Сейчас мы находимся в городе Паленки. В этом выпуске мы вам расскажем о том, как спланировать путешествие в Мексику. Сейчас я гуляю с Еленой, она владелица этого отеля, это семейный бизнес, и она немного про него рассказывает. Например, то, что виника – это майянское слово, которое обозначает человек и природа, то есть они хотели соединить эти две концепции, чтобы человек отдыхал на природе. Смотрите, какой интересный бассейн, а интересный он потому, что у него зеленоватый цвет. Дело в том, что это из местного водохранилища вода, и здесь не используют никаких химикатов, то есть никакой хлорки, ничего. Здесь естественные фильтры стоят вот здесь вот в растениях, которые помогают очищать эту воду. Поэтому здесь можно загорать, плавать в свое удовольствие в чистой природной воде. Как раз здесь мне показывают систему очистки этой воды и как эта вода попадает в бассейн. Здесь находится зона бара, где готовят напитки, можно поиграть в дартс, посидеть, отдохнуть. Еще здесь очень много красивых растений. Сейчас мы обратили внимание на пальму, которая, оказывается, употребляет в еду, то есть готовят из нее, она для еды. И они тоже в некоторых своих рецептах используют эти листья. Оказывается, в отеле есть еще своя ферма. Здесь есть и курочки, и уточки, и овцы. Поэтому, если вдруг вы будете здесь ужинать, то знайте, что мясо здесь свое. Смотрите, что увидела. Здесь также растут апельсины, которые падают на землю. Еще у них здесь есть индюки. Смотрите, какой необычный белый индюк разгуливает здесь. Всего на территории 11 домиков. Давайте я вам покажу один из них. Наш домик мало чем отличается. Все они похожи друг на друга. Здесь есть территория для отдыха, терраса. Можно покачаться в таком плетеном яйце. Идеальный вариант для загородного домика. Этот домик называется Verde Green, о чем говорит цвет этого дома. Здесь есть несколько кроватей. Можно расположиться здесь всей семьей. Есть диванчик, журнальный столик. Всегда чистая водичка на столе. Одна кровать большая. Конечно же, здесь есть кондиционер, столик, место для хранения вещей, много вешалок. Пройдем в душевую. Здесь, конечно же, туалет, раковина, зеркало и отличный душ. Радует напор воды, и горячий, и холодный. Прекрасно все здесь работает. Мы вот даже не планируем ходить по городу, а хотим вам рассказать о том, как спланировать путешествие по Мексике. И вот сейчас мы просто отдыхаем и наслаждаемся, потому что вокруг, во-первых, природа. Ты просыпаешься с видом на эту природу, потому что здесь панорамные окна. Это ручная работа и мебель, привезенная из Табаско. Здесь есть еще тропа, по которой можно гулять, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом. Также иногда здесь можно увидеть обезьянок, игуан. Здесь постоянно летают красивые бабочки, которых все я не могу поймать на камеру. Вот одна из них здесь летает. Сейчас проходим по саду. Здесь растут бананы, джекфруты, апельсины. Много различных растений, которые также используются для приготовления различных блюд на ужин, на обед, на завтрак. Сейчас смотрю, как растет гуава. Она у них совсем вот такая вот малюська, но запах от нее чувствуется даже здесь. Сейчас у нас будет необычный опыт. Нас пригласили на мастер-класс по выпеканию хлеба, который прямо здесь и готовят. Сейчас мы видим, как сотрудники кухни делают некие заготовки. Больше, правда, это похоже не на хлеб, а на небольшие булочки. Посмотрим, что в итоге получится. Сейчас удалось снять небольшое видео, как готовят булочки. Сказали подождать около часа, после чего их отправят уже в печь. Итак, прошел ровно час. Возвращаемся обратно на кухню. Как мы видим, за час у булочек тесто поднялось, и сейчас их отправят в печь.
Около 10 минут в печи, и булочки будут готовы. Я сказал, что у нас в России хлеб и булочки делают по схожему рецепту, но для Мексики это немножко в диковинку, потому что здесь более популярны именно тортилья из кукурузы. Вот, спустя 10 минут маленькие булочки, похожие на маленький хлеб, готовы. Осталось только попробовать их на вкус, поэтому давайте попробуем одну. Очень горячие, ребята. Еле держу в руках. Очень пышные. Если добавить немножко сахарку, то получится как булочка. А так, как хлебушек. Достаточно вкусно. Воздушные. Сейчас мы находимся на завтраке, заказали кофе, сок. Также нам принесли уже фрукты, это папайя, дыня. Их смешивают здесь с кленовым сиропом, добавляют немножко злаков, получается очень вкусно. Уже принесли нам яйца, скрамбл, также заказали себе жареные яйца и сидим завтракаем. В яйца по желанию можно класть различные добавки, в данном случае это сыр, шампиньоны, зелень. Получается очень вкусно. Мне принесли идеально жареные яйца. Я люблю, когда сверху немножко жидкие, а снизу прожаренные. А также на завтрак нам принесли тот самый хлеб, в приготовлении которого я принимал участие. Вот они, вкусные, теплые булочки. Также из любопытного нами был обнаружен здесь телескоп. Поэтому вечером за ужином можно также полюбоваться здесь звездами. Друзья, мы сейчас уже находимся в Москве. Мы провели в Мексике 3 месяца, даже чуть больше, и, конечно же, знаем, как лучше спланировать, какие есть подводные камни. И сейчас я с вами поделюсь этими основными моментами. Кстати, после Мексики мы отправились в Гватемалу, поэтому не забывайте, переходите в наш канал и смотрите ролики из новой страны. Ну а теперь давайте про Мексику. Первое, что необходимо, чтобы попасть в эту прекрасную и замечательную страну, это, конечно же, найти авиабилеты с хорошей ценой. Таких, к сожалению, немного, и вариантов туда отправиться тоже совсем мало. Можно отправиться либо с пересадкой через Турцию по бешеной стоимости, либо с пересадкой в Кубе, причем там вам необходимо будет уже самостоятельно планировать стыковку, потому что на Кубе тогда необходимо будет провести от 3 до 6 дней. Смотреть обязательно авиаперелеты в Варадеро из России. Возможно, сейчас есть рейсы даже до Гаваны, но в последнее время я их не видела. Поэтому прилетаем в Варадеро, проводим несколько дней на пляже, едем в Гавану и из Гаваны уже летим в Мексику. И, скорее всего, даже не будет никаких проблем долететь до Мексики. Вряд ли вам зададут какие-то вопросы кубинцы, зачем вы туда летите, почему и так далее. Это более такой, знаете, надежный способ, по крайней мере, долететь до Мексики. А вот с Турцией сейчас не все так гладко. Ну, это на момент 2024 года. К сожалению, сейчас очень многих туристов вообще снимают с рейса, то есть вы прилетаете в Турцию, у вас есть билет, у вас есть все необходимые документы, вы приходите на свой рейс в Мексику, но на самолет вас не сажают или даже на стойке регистрации говорят, что долететь туда невозможно. По каким причинам, непонятно. Никто до сих пор этого не объяснил, причем даже со стороны мексиканцев нет никаких претензий к нам, то есть это именно вот на рейсах Turkish Airlines. Но вообще, чтобы полететь в Мексику, в первую очередь вам необходимо за 2 недели до посещения страны оформить обязательно
разрешение на визу. То есть это такое электронное разрешение, его еще называют электронной визой, которое дает вам возможность получить визу в Мексику. Это не гарантия того, что вас пропустят. То есть вы можете прилететь, у вас посмотрят все документы, вас проверят и скажут, что, к сожалению, мы не можем пустить вас в нашу страну, и таким образом даже могут депортировать. Таких случаев достаточно много, сейчас они увеличились. Как повезет. Чаще всего, если вы уж все-таки прилетели в Мексику и у вас есть все оформленные документы, то, скорее всего, вас пропустят. Мы можем ориентироваться только на то, как было у нас. Мы приехали на Кубу, в Родеро, отдохнули там недельку, после этого мы поехали в Гавану и долетели до города Мерида. Летели мы мексиканскими авиалиниями, и на борту у нас были практически одни кубинцы, поэтому мексиканцы, когда нас увидели среди кубинцев, они, конечно же, удивились. И сразу же нас увели в сторону и сказали: ждите. Мы прождали, когда весь рейс пройдет контроль, все прошли, им всем поставили штампы, и только остались мы вдвоем с Кириллом. Ждали сначала одного сотрудника, потом второго, потом заполняли документы, потом они у нас запросили весь наш маршрут. У меня была огромная папка с нашим маршрутом на 3 месяца. Был прописан каждый отель, были обратные билеты. Под обратными билетами я имею в виду, что мы не покупали их. Дело в том, что мы еще не знали, поедем ли мы точно в Гватемалу, или, может быть, мы поедем в Белиз, потому что изначально у нас в планах даже было посещение Белиза. Но там необходимо получение визы, и оно достаточно непростое. Либо это нужен Шенген, либо через посольство в Мексике как-то получать. В общем, там были на самом деле большие сложности, поэтому мы не стали этого делать и решили после Мексики все-таки поехать в Гватемалу. Поэтому мы сами на контроле провели несколько часов, показали все отели, показали аренду нашей машины, предоставили номера телефонов владельцев отелей. То есть у нас был полный пакет документов, представляете, на 3 месяца вот такая вот кипа, они все это смотрели, причем они там спрашивали, задавали там дополнительные вопросы, кто мы такие. Мы говорим: мы блогеры, у нас есть свой YouTube-канал, покажите. То есть мы открывали там при них YouTube, показывали, что вот у нас есть канал, что мы снимаем видео, что мы не планируем потом куда-то эмигрировать и так далее, что мы просто хотим посетить вашу страну, поэтому пропустите нас, пожалуйста. Посидели мы реально долго, хотя все сотрудники, они были очень дружелюбные и вроде как улыбались, но непонятно было до конца, пропустят они нас или не пропустят. В итоге они нас пропустили, и мы начали свое путешествие. Естественно, вот так четко по тому плану, который я предоставила, у нас не получилось все сделать, потому что были какие-то изменения, которые мы не ожидали, перед началом поездки. Такое бывает, потому что когда все-таки такое длительное путешествие, то всего, конечно же, не предусмотришь. Итак, мы в Мексике. Что нам необходимо? Необходимо купить сим-карту. Вот прям можете покупать любую. В целом у них все прекрасно ловит. Вообще, как сказать, конечно же, были какие-то такие труднодоступные места, где там, знаете, на вершинах, на вулканах, да, конечно, там нет связи, а так вообще, на самом деле, берите вообще любую сим-карту. В этом нет никаких проблем. Я везде брала разную, даже иногда не смотрела на компании. Просто приезжали там и меняли. По стоимости, по-моему, что-то около 3000 рублей я платила примерно за месяц, и у меня было много гигабайт, что я даже не замечала о том, что у меня там что-то потратилось. Поэтому с этим сложностей не было. С пополнением тоже сложностей не было. Я везде таскала свой номер телефона, приходила в магазин, показывала свой номер телефона, в 7-Eleven, там сетевых магазинов достаточно, и в любом таком магазине вам на кассе будут пополнять. Вы говорите, какой пакет вам там нужен, все, они пополняют на необходимый пакет. Я там пополняла на 30 гигабайт, и примерно мне там на месяц этого хватало. Потом снова приходила в магазин и снова пополняла, поэтому сим-карту мы купили. Но вопрос, на что покупать сим-карту, какая валюта? Валюта в Мексике у нас песо. Расплачиваться можно только песо, естественно, доллары там не принимают. Можно обменивать доллары в обменниках, можно в банках, значения не имеет, комиссии там, они сами там насчитывают какой-то процент, но в обменниках даже иногда выгоднее, чем в банках. Поэтому смотрите просто в обменниках, какой курс. Нужно просто ходить там по центральной площади и смотреть, в зависимости от того города, где вы находитесь. Причем, вы знаете, от штата к штату будут различные вообще стоимости курса и еды, и покупок, и так далее. Понятно, что самый там дорогой штат — это, конечно же, Юкатан, потому что там самые такие курорты, Канкун, Тулум и так далее. Там, где отдыхают именно европейцы, там, где
отдыхают американцы, там, где отдыхают русские. То есть вот там, конечно, сосредоточена вся такая туристическая жизнь, и там будет очень дорого. Причем мы приезжали потом и в Акапулько, да, считается тоже курорт, но по итогу там, конечно же, не так дорого. Ну, в Пуэрто-Эскондидо тоже считается курортом, но все равно цены гораздо ниже, чем в том же самом Юкатане. С обменниками, с банками разобрались, ничего сложного, комиссии нет, все хорошо. Значит, теперь как вообще можно ли снимать деньги с карты? Ну, понятное дело, что у граждан Российской Федерации все заблокировано, и можно снимать только зарубежные карты. Да, это действительно правда, и у нас была с собой зарубежная карта, которая постоянно глючила, поэтому, ребята, Капиталбанк вообще не рекомендую. Ужасный банк, просто ужасный. Чего у нас только с ним не было. Постоянно блокируется, постоянно не работает приложение. Он даже заблокировался в мой день рождения, понимаете? Потом однажды я с одного банкомата сняла деньги, и банкомат мне их не выдал, но у меня со счета списалось там 13 тысяч рублей. В общем, приключения с Капиталбанком вот здесь. Причем они говорили, да, конечно, напишите заявку, но не в приложении. Это я общалась с техподдержкой чуть ли не через Инстаграм, единственный человек, который отвечал. В итоге я им писала там заявку, оставляла паспортные данные, просила, чтобы они вернули мне деньги, которые как бы мне не выдал банкомат. В итоге уже прошло там больше полугода, а денег как бы нет. Поэтому не рекомендую, вообще Капиталбанком не пользуйтесь, ужасный банк. Снимали мы вот с этого Капиталбанка, но это потому что был наш единственный вариант, а потом мы узнали про новый способ. Есть такие люди, которые вам предоставляют наличные деньги, песо. Не буду никого рекомендовать, потому что мало ли сегодня человек надежный, а завтра не очень надежный, но, по крайней мере, я пользовалась лично такой услугой. Когда у нас не работала карта, я писала человеку, русскому, который живет на территории Мексики, у него есть карты различных банков, и он мне выдавал специальный код. Я подходила к банкомату без карты, набирала специальный код, и мне банкомат выдавал наличку. Но перед тем, как получить эту заветную наличку, мне необходимо было отправить ему сопутствующую сумму денег в его Сбербанк. То есть я ему отправляю деньги в Сбербанк, а он мне предоставляет код от банкомата, чтобы я его набирала и получала наличные деньги. Вот как это работает. По крайней мере, это был действенный способ. Да, это было чуть-чуть дороже, чем если снимаешь наличные деньги по карте. Но как бы когда у тебя нет никакого выбора, то это действительно работает, и можно сразу же там можно много обменять. Единственное условие, что если вы вообще хотите обменивать деньги, то лучше там это делать от 30 тысяч рублей, потому что тогда это будет наиболее выгодный курс. Все, мы в Мексике, деньги есть, сим-карта есть. Что дальше? Дальше нужно понимать вообще, какие штаты вы хотите посетить. В Мексике 31 штат, что посетить непонятно, поэтому изучайте заранее. Вот вам что-то сказать, вот знаете, вот готовый маршрут, вы посетите то-то, то-то, конечно же, я не берусь на себя вообще это делать, потому что Мексика — это чудесная страна, там очень много природных достопримечательностей, активностей, там, я не знаю, какие-то голубые водопады, озера, каньоны, восхитительные пляжи. Вот про Пуэрто-Эскондидо, честно, было очень мало роликов, и мы не ожидали ничего вообще от этого курорта, ну, как бы есть Канкун, и он самый лучший, да, априори. Вот, но когда мы приехали в Пуэрто-Эскондидо, ребята, мы были в полном восторге. Это была такая, знаете, вот чисто атмосфера Бали, где приятно проводить время, где вот эти вот вкусные завтраки, модные ужины, хорошие ресторанчики, красивые пляжи, причем они очень чистые, вода красивейшая. И, в общем, ну вот как вот я вам рекомендую, да, Пуэрто-Эскондидо, Канкун. Обязательно Чиапас штат, да, он самый опасный считается. Но Чиапас, боже, там такая красота, и Паленки красивый. Вот в районе всего вот этого там и руины такие, знаете, все в зелени. Вот, нам говорили, что очень опасный штат Табаско. Вы знаете, он там нам понравился, руины там были вообще бесплатные. И очень красивый у них там парк с этими такими фигурами, с лицами. Ну, смотрите выпуски обязательно. Причем там все недорого. Сувениры вообще, наверное, самые дешевые были практически вот в этом Табаско. Поэтому, ну, как бы и Читеницу надо вроде как посмотреть, и в Мехико съездить, какая шикарная архитектура в Пуэбло, какие красивые вулканы в Орисабо, какой там красивый вот этот вот стеклянный мост. Поэтому, ребята, конечно же, знаете, мест в Мексике очень много красивых. Смотрите наши ролики. Вот тоже не так давно вышел ролик про Халиско, как мы там ездили и смотрели, как готовят текилу. Обязательно езжайте в Оахака, там можно посмотреть, как готовится мескаль, там можно посетить вулканы.
Там вот можно посетить как раз-таки ПРД Скандит, который относится к этому штату. В общем, ребята, обязательно смотрите больше и смотрите, что именно конкретно вам интересно. Например, мы не доехали до севера Мексики, мы доехали, там наша крайняя точка была, это, конечно, штат Халиско. Вот, а дальше мы уже развернулись, поехали обратно, потому что у нас не оставалось времени по визе. Поэтому определяемся со штатами, а дальше самый сложный, наверное, вопрос, хотя планирование тоже достаточно объемный вопрос. Что делать дальше, как передвигаться в эти места, как смотреть достопримечательность, потому что вы приезжаете в город, но достопримечательность может быть в 8-10-20 километрах, и вам нужно заранее продумать, как до нее добраться. Даже в том же штате Чиапас, который считается супертуристическим, вы не доедете просто так на автобусе до конкретных водопадов. Вам нужно будет брать либо дорогостоящую экскурсию, либо заранее позаботиться о том, как туда добраться на такси или на чем-то еще. На такси, понятно, очень дорогое будет в Мексике, так что это не все так просто. Автобусы, да, они курсируют, они хорошие, они комфортабельные, удобные. Мы даже воспользовались этой возможностью один раз, когда добирались из Кампечи до Паленки, когда уже сдали нашу машину. Поэтому по поводу автобусов, вот воспользовавшись одним разом, я могу сказать, что они точно ходят по расписанию, они точно учитывают время, они комфортные, отлично работает кондиционер и даже есть Wi-Fi там. Но вопрос по цене, да, получилось недешево, но опять-таки, если сравнивать с машиной, то получается плюс-минус. И, возможно, даже день машины он будет подороже, чем 2 билета на автобус. Вот, но с другой стороны, вы вот приехали на автобусе до своей точки, и все, дальше вы уже самостоятельно начинаете передвигаться по достопримечательностям, и иногда просто даже не знаете, ну вот вы приехали, что делать, вот как добраться, ну непонятно же, поэтому нужно все это учитывать, просчитывать. Поэтому да, на автобусах возможно, но это все усложняет, и вы за 3 месяца не посмотрите там большое количество достопримечательностей, вы посмотрите только то, что вот вы смогли сделать, да, из-за транспортной логистики. По поводу перелетов между городами, да, это возможно, и да, это недорого, но если вы путешествуете вообще без рюкзаков, без багажа и без всего, если вдруг у вас есть рюкзак, чемодан или еще что-то, это будет все в 2 раза дороже, потому что у них стоимость багажа примерно такая же, как и стоимость билета, поэтому получается тоже недешево. Мы выбрали вариант аренды машины. Но хочу сразу вам сказать, что здесь тоже есть свои сложности. Если вы едете просто в Канкун, если у вас туры и вы хотите сами ездить там вообще в Канкуне, сложностей никаких не будет. Наши российские граждане также сдают машины. Но если вы хотите посмотреть всю Мексику или большую ее часть, то здесь, конечно же, стоит призадуматься, потому что вряд ли вам даже российские граждане сдадут вам машину, чтобы вы путешествовали по всей Мексике, по всем штатам. Объясню почему. Потому что вот есть полуостров Юкатан, и это, как, знаете, это как отдельная жизнь, такая туристическая, расслабленная, ни о чем заботиться не надо, безопасность там вообще просто на высшем уровне. Но если вы выезжаете оттуда, то все, смотрите, глядите, у вас там везде могут быть опасности, могут проколоть шину, могут угнать машину, и поэтому стоимость страховки отличается от той, которая на полуострове Юкатан. И найти такую машину, на которой можно путешествовать по всей Мексике, достаточно сложно. А еще, ребята, существуют отдельные штаты, где есть экологический сбор, то есть вам нужно оформлять отдельный сертификат экологического сбора, ехать в определенный центр, там проверять машины, после этого вам выдадут такую специальную наклеечку, и причем нужно получать в каждом штате. Это мы узнали уже потом, то есть такой информации у нас заранее вообще не было. Вы знаете, мне перегрелась камера, потому что я слишком долго рассказываю. Итак, ребята, сложности по машине понятно, да, то есть когда вы арендуете машину, вы вообще должны сразу уточнить, а доступны ли вам вообще все штаты. Потому что когда мы арендовали нашу первую машину, нам написал, значит, владелец, говорит, а вы что, путешествуете по Мексике? Мы такие, да, мы путешествуем по Мексике. Он говорит, а вы путешествовать по всей Мексике не можете. У меня только, значит, страховка именно по Юкатану полуострову. Вот по полуострову Юкатана путешествовать. И мы ехали, возвращались специально в его город, хотя не должны были, чтобы сдать машину. Мы сдали машину и начали просто искать новую, потому что нам не разрешено было выехать за пределы полуострова Юкатан. Вот, потом мы на такси доехали из Мериды, где вот арендовали машину, да, сдали ее, поехали в Кампече, а в Кампече вообще узнали, что арендовать машину по Мексике не так-то просто, мало кто это делает.
Итак, мы разобрались, что нельзя практически арендовать машину сразу на все штаты. Но, возможно, у нас это получилось, уверена, что у вас тоже получится. Итак, следующая задача, с которой мы столкнулись, это то, что нельзя арендовать машину, если у вас нет кредитной карты зарубежной. А у нас она была дебетовая. Кто-то говорит, что некоторые дебетовые карты зарубежных банков проходят, но на нашей практике такого не было. Поэтому... Когда мы пытались арендовать машину конкретно в агентстве, которое разрешило ездить по всей Мексике, но потом, чтобы привозить в эти центры и проверять машину в каждом городе, мы согласились, да, что мы будем проверять, и цена была прямо очень выгодная. Мы договорились чуть ли не на $25 за сутки. Но в итоге ничего не получилось, потому что когда нужно было оплачивать, мы стали оплачивать, они такие: а у вас что, не кредитные карты? Мы такие: нет, у нас дебетовые. Они говорят: нет, можно оплачивать только с кредитной. Поэтому мы потеряли несколько часов, наверное, больше 5 часов, я бы сказала, полдня, чтобы все-таки арендовать эту машину, сняли наличку, чтобы им оставить депозит, и в итоге они сказали, что сделать это невозможно, просто развели руками, им было проще не дать машину, чем связываться с тем, что у нас нету кредитной карты, потому что у них кредитные карты, это считается доверительной историей, вот, а мы как бы, у нас их просто, нету, и вряд ли в скором времени это будет. Итак, ребята, мы с вами обсудили, что не так-то просто арендовать авто, то есть у нас всего две сложности. Первая сложность, что не каждое авто можно арендовать на все штаты, а вторая сложность – это отсутствие кредитной карты у российских граждан. Если она у вас есть, то никаких проблем не будет, и, возможно, это будет даже дешевле, чем если арендовать напрямую участников. Отели и жилье. Конечно же, это достаточно дорогая статья затрат, наверное, одна из самых дорогих, потому что, например, чтобы арендовать какую-нибудь там квартиру или номер в отеле в Мексике, это начинается от $60-70 за сутки за скромный вариант, и более или менее хороший вариант будет $100-150. Вот, поэтому в Канкуне даже все рассчитывается практически в долларах. В других частях Мексики, конечно же, будет подешевле, но не так, что это будет в 2 раза. По крайней мере, по продуктам. В Мехико тоже достаточно дорогое жилье, но можно найти дешевые варианты. Где бронировать? Конечно же, через сервис Booking. Никакая не реклама, можете не бронировать там, можете это делать и через островок, как вам удобнее. Вот, мы делали все через Booking, карта там иногда не нужна, то есть мы выбирали те варианты, по которым не нужна будет карта, а оплатить на месте. Либо наоборот, мы выбирали с карты, привязывали свою зарубежную карту и оплачивали, потому что нам такой вариант даже был наиболее удобен, чем если бы пришлось расплачиваться на месте, вот, потому что не всегда это можно даже сделать. Итак, про транспорт рассказала, про сим-карту рассказала, про визу рассказала, про локации я вам условно так сказала, потому что в Мексике можно много чего посмотреть, я не могу вам так выдать готовый маршрут, все-таки 17 штатов, смотрите наши видеоролики, о каждом штате есть достаточно много информации. По поводу мексиканцев, они дружелюбные, хорошо принимают российских граждан, улыбаются, а это вот у меня гавкает моя собака, которая ворчит всегда из-за того, что мы ездим и его оставляем. Вот, но он остается подружки, поэтому все в порядке, не переживайте. Поэтому мексиканцы нас оставили вполне положительные впечатления, они общительные, дружелюбные, всегда готовы помочь, подсказать и так далее. По опасности на минималках. Да, есть опасные районы, например, Чапас, где нас там даже один раз остановил наркокартель, который не хотел пропускать, нам пришлось возвращаться через какие-то там, я не знаю, пути. В общем, я хочу сказать, что на самом деле как таковой опасности-то у нас и не было. Один раз там не туда поехали, да, потратили деньги из-за того, что поехали правильным маршрутом, а нас развернул этот наркокартель и сказал, что туда ездить нельзя, и вообще это опасные ребята, и не связывайтесь с ними. Ребят, на самом деле опасности мы никакой особо-то и не видели. Вот за несколько месяцев в Мексике я даже не знаю, что было самой большой опасностью. Это узбекская карта, которая постоянно блокировалась. Вот это была опасность. А так везде достаточно приятные районы. Бывали, конечно, в парочке мест, например, в Оахаке, там отель, где находится, там такой район, нужно все-таки быть осторожным. Вот, поэтому, не знаю, не сталкивались с такой опасностью, поэтому говорить, что это прям безопасное место, я не могу. Сказать, что это опасно, я тоже не могу, потому что мы не сталкивались с такими, прям такими опасностями. Все в порядке было. Вот, поэтому Мексика — это прекрасная
прекрасная страна, там много чего можно увидеть, как и для пляжного отдыха, как и для культурного отдыха. Мексику мы рекомендуем, обязательно там путешествуйте. Ну а если вам понравился этот выпуск, не забываем ставить лайки. Если я не раскрыла какие-то вопросы, обязательно задаем в комментариях. Вот, ну и всем до новых встреч. Всем пока.